Сегодня много говорят о нарушениях сна. Возможно, это связано с тем, что когда бывает какая-то нестабильность экономическая, финансовая, действительно люди хуже спят. А что делать мужчине, если его любимая женщина немножко храпит? Причины храпа у женщин могут быть связаны со снижением уровня женских гормонов и увеличением мужских. Тогда дыхательные мышцы ослабевают, провисает небный язычок и появляется храп. Но бывают и другие причины. Курение, которое вызывает отек тканей, провисание тканей. Поэтому в этом случае рекомендуется хотя бы не курить за 3-4 часа до сна, для того, чтобы не было храпа. Это избыточный вес. Это анатомические особенности, то есть, допустим, микроретрогнатия, сдвинутая назад нижняя челюсть, скученность нижних зубов. То есть то, что в положении лежа увеличивает обструкцию дыхательных путей и, соответственно, формирует храп. Это иногда искривление носовой перегородки. Мужчины начинают храпеть до 40 лет, женщины – после. Но на начальной стадии мышцы дыхательных путей еще можно натренировать, выполняя 3 несложных упражнения. Регулярно, раз в полгода, курсом 1 месяц. Если вы не заядлый курильщик, то от храпа избавитесь с большой долей вероятности. Первое упражнение – это выдвигать с максимальным усилием язык вперед и вниз в выдвинутом состоянии, удерживать в течение 1-2 секунд. То есть языком пытаемся коснуться подбородка, да? Очень сильно высовываем язык. Это упражнение мы выполняем 30 раз утром и 30 раз вечером. Затем нажать на подбородок и пытаться двигать его вперед-назад. И последнее упражнение – это зажать в зубах ручку или карандаш, то есть какую-то палочку зажимаем в зубах и удерживаем в течение 3-4 минут. Выполняем мы это только вечером. Если через 2 дня почувствовали боль при глотании, значит мышцы начали работать. Женщинам храп доставляет немало хлопот, поэтому выяснять причины храпа нужно и затем избавляться от него.